Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой двухцветный узорчик крючком. Вот так вот выглядит лицевая сторона, вот так вот изнаночная. Для вязания я буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Ну что ж, давайте приступать к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку мы не затягиваем. Она у нас будет первой рабочей петлей. И дальше набираем такое количество петель, которое нам необходимо для нашего изделия, то есть для ширины нашего изделия. Мы не считаем количество петель, когда у нас будет провязан первый ряд, и если у нас останутся петельки, мы их просто с обратной стороны распустим. Поэтому произвольное количество воздушных петель набираем изначально. Вот мы с вами провязали цепочку из воздушных петель, теперь начинаем вязать первый ряд. От крючка отступаем 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую петлю вяжем столбик с накидом. Дальше 1 воздушная, здесь одну петлю пропускаем, во вторую вяжем второй столбик с накидом. Воздушная, одну пропускаем, во вторую петельку вяжем следующий, третий получается столбик с накидом. Вот мы с вами 3 столбика провязали, а один столбик у нас образовался из воздушных петель. И смотрите, таким образом мы с вами будем вязать столбики с накидом до конца ряда. То есть провязываем воздушную, одну петельку пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Воздушная, одну петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Воздушная, одну петлю пропустили, во вторую вяжем столбик с накидом и провязываем так до конца ряда. Вот смотрите, я дошла до конца ряда, у меня осталось здесь одна петелька, во вторую провязываю столбик с накидом, но его не довязываю до конца, оставляю 2 петли на крючке и уже протягиваю эти 2 петельки новым цветом. Провязываем одну воздушную петлю. Смотрите, вот здесь у нас, если остается хвостик, мы просто его распускаем и тянем до тех пор, пока не дойдем до нашего вот этого вязания, до нашего конца ряда. Если же у вас осталась как одна петля, как у меня, мы ее просто затягиваем и все. Теперь смотрите, мы с вами одну воздушную белым цветом провязали, поворачиваем вязание. И теперь вот в этот вот первый столбик с накидом под 2 стеночки петли мы вяжем столбик без накида. Теперь делаем накид. И вот здесь вот, где у нас была воздушная, мы перед воздушной опускаемся вот на ряд ниже, вот таким образом, и провязываем столбик с накидом. Теперь опять в вершинку столбика с накидом под 2 стеночки петли провязываем столбик без накида. А вот там, где следующий промежуток, мы делаем накид, и видите, здесь мы вязали как бы с лицевой стороны, здесь будем вязать с изнаночной, то есть за нашей цепочкой провязываем столбик с накидом. Опять в столбик с накидом вяжем столбик без накида, и теперь опять делаем накид и перед нашей вот этой цепочкой опускаемся вниз и провязываем столбик с накидом перед цепочкой. Дальше вновь у нас идет столбик с накидом, в него мы вяжем столбик без накида, и теперь столбик с накидом вяжем за цепочкой. То есть у нас с вами чередуется вязание только вот этих вот столбиков с накидом. Либо мы вяжем с вами с лицевой стороны, либо с изнаночной, либо с лицевой, либо с изнаночной. А там, где у нас были столбики с накидом, мы их провязываем точно так же столбиками с накидом. Давайте провяжем еще. Вот у нас столбик с накидом, в него мы вяжем столбик без накида. Так как здесь у нас мы вязали за цепочку, да, на изнанке, то здесь мы будем вязать
с лицевой стороны. Дальше опять у нас столбик с накидом, его провязываем столбиком без накида. И вот таким образом, чередуя, мы провязываем до конца ряда. Так, дошла я до конца ряда, вяжу по узору, вот у нас столбик с накидом, в него я вяжу столбик без накида. Здесь у меня вязался столбик с накидом с лицевой стороны, значит здесь вяжу с изнаночной. И теперь вот здесь вот пропускаю одну петлю, во вторую вяжу столбик без накида. Все, дальше вязание будем с вами повторять. То есть мы с вами сейчас белым цветом будем вязать вот эти вот большие арки, которые у нас получались в первом ряду, как основу для вот таких вот следующих наших столбиков. Смотрите, так как сейчас мы с вами провяжем следующие два ряда, мы будем вязать весь последующий узор. То есть мы сейчас с вами набираем 4 воздушные петли, 2, 3, 4, 3 из которых это столбик с накидом, и 1 воздушная это промежуточная петля. Теперь смотрите, вот это наш первый столбик, да? Дальше одну петлю пропускаем, вот она, и во вторую петельку под 2 стеночки вяжем столбик с накидом. Видите, вот получилось это окошечко точно так же, как вот когда мы вязали оранжевым цветом первый ряд. Дальше вяжем воздушную, одну петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом, воздушная, одну петельку пропустили, во вторую столбик с накидом, воздушная, одну петлю пропустили, во вторую столбик с накидом. И таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. Смотрите, вот я дошла до конца ряда, провязываю воздушную петлю. Теперь здесь одну петлю пропускаю, во вторую провязываю столбик с накидом, но не довязываю до конца. И протягиваю, то есть белая ниточка у меня идет вперед. Теперь оранжевую я захватываю как бы назад, под белой провожу крючок и протягиваю через все наши петли уже оранжевую нить. Вяжу одну воздушную. Теперь смотрите, у нас будет ряд, вот, как мы вязали вот эти вот белые столбики. Воздушную петлю мы провязали, поворачиваем вязание, в первый столбик вяжем столбик без накида. Теперь делаем накид, и вот здесь вот опускаемся на ряд ниже, и с лицевой стороны провязываем столбик с накидом. Теперь в следующий столбик с накидом вяжем столбик без накида. Теперь у нас дальше идет промежуток. Мы провязываем с обратной стороны, с изнаночной, столбик с накидом. То есть опять у нас идет чередование столбиков, которые мы вяжем с лицевой стороны и с изнаночной. В следующий столбик с накидом вяжем столбик без накида. Дальше вяжем столбик с накидом с лицевой стороны. Дальше у нас вновь идет столбик с накидом. Сюда мы провязываем столбик без накида. И в следующую петельку с изнаночной стороны провязываем столбик с накидом. И вот таким образом, чередуя, провязываем до конца ряда. Доходим до конца ряда. Вот у нас столбик с накидом. Мы его провязываем столбиком без накида. Здесь у нас был столбик с лицевой стороны. Значит, здесь мы провязываем с изнаночной столбик с накидом. И теперь здесь смотрим, одну петельку пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. И следующий ряд у нас опять будет рядом, где наши вот эти вот заготовочки, окошечки, да? Мы провязываем 4 воздушные петли, поворачиваем вязание, один столбик пропускаем, во второй вяжем столбик с накидом. Дальше воздушная, один столбик пропускаем, во второй вяжем столбик с накидом. Воздушная, один столбик пропускаем, столбик с накидом. Провязываем так до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязываем воздушную петлю,
Один столбик пропускаем, во второй, в последний, вяжем столбик с накидом, но не довязываем до конца, так как будем менять ниточку. Опять под нашей оранжевой ниткой проводим крючок, захватываем белую нить и провязываем, протягиваем. Вяжем одну воздушную, поворачиваем вязание и начинаем повторять вот этот вот ряд со столбиками с накидом с лицевой с изнаночной стороны. То есть в первый столбик с накидом мы вяжем столбик без накида, а дальше мы с вами провязываем с лицевой стороны столбик с накидом, дальше в этот столбик с накидом вяжем столбик без накида, и дальше вяжем изнаночный столбик с накидом. Как видите, мы уже с вами повторили узор. Опять в столбик с накидом вяжем столбик без накида. И теперь с лицевой стороны провязываем столбик с накидом. Видите, узор у нас повторяется. Вот таким образом, чередуя эти два ряда, то есть, грубо говоря, вот эти вот клеточки, да, которые мы с вами провязываем, сеточку нашу, и вот этот ряд, который мы вяжем с лицевой с изнаночной стороны, мы так провязываем столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вот такой вот узорчик получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.